От пациентки. Мешочек из мягкой кожи появился после операции на кончик носа в 2017 году. После чего случались нарывы с гноем в области перегородки 3 года подряд раз в год. На данный момент никаких жалоб, состояние отличное. Консультативное заключение по представленным КЛК-томограммам пациентки 19 лет. Дата исследования 1 мая 2024 года. Область исследования – околоносовые пазухи. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях, трехмерная реконструкция. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения в зоне сканирования не выявлены, мягкие ткани без особенностей. Обращает на себя внимание на заращение верхней челюсти с формированием диастаза до 2 мм. Лобные пазухи, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Остеомиотальные комплексы с обеих сторон проходимы. Воздухоносные ячейки решетчатого лабиринта, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Клиновидная пазуха, пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Сфеноэтмоидальные соустья с обеих сторон проходимы. Гайморовые пазухи. Справа пневматизация сохранена, патологических включений в полости пазухи не выявлено. Слева минимальный до 2-3 мм отек слизистой оболочки. Соустья проходимы. Полость носа справа в передних отделах по носовой перегородке определяется включение размером 31 на 12 на 11 мм. Не полностью в зоне сканирования плотностью минус 118 плюс 103 Хаунсфелда. Средней плотностью плюс 85 Хаунсфелда. Слева в верхних отделах средняя носовая раковина булезного строения. Носовая перегородка S образно искривлена. Сосоцевидные отростки височных костей вне зоны сканирования. Заключение. КТ-картина отграниченного образования носовой перегородки, минимального отека слизистой оболочки левой гайморовой пазухи, булезного строения средней носовой раковины слева, искривление носовой перегородки, незаращение верхней челюсти. Рекомендована консультация лор-врача. 27 мая 2024 года К.М.Н. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Справа в передней части носовой перегородки есть включение длиной не менее 3 см и диаметром более 1 см. Содержимое его неоднородно, и вам нужно показаться лор-врачу для решения данной проблемы.